Всех приветствую, друзья, на этом прохождении террарии. Версию вы видите слева снизу в углу, как говорится. А мы начинаем, продолжаем начинать. В прошлой части мы убили Плантеру, это не может не радовать. Выпал посох пигмеев, как по мне, да, бесполезная просто. Бесполезная шняга. Я дальше буду пользоваться пока посохом близнецов, да, своим оптическим. Поэтому вот так вот. Предлагаю эту броню сейчас выгрузить, вернее переодеться для начала. Для начала предлагаю запись проверить. Запись идет, замечательно. Переодеваемся в это все. И у меня, по-моему, добавляется один прислужник. Если я не ошибаюсь. Сейчас давайте отбежим подальше. А давайте вообще вот так сделаем. На мышках проверим. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 почему? Потому что просто 6, да. 6 прислужников, кайф. Кайф, теперь... Ой. Да, все правильно сделал. Испугался уже, думаю, что-то замутил не то. Ну все, с таким количеством теперь не грех оговориться. Вот так. Вот так-то, вот так-то. Сейчас расставлю все по местам, потому что что-то как-то грустно. Ну и я предлагаю вам начать, да, постплантерных боссов ставить уже вот на самый верхний ряд. Я думаю, даже поставлю его куда-нибудь сюда. Вот так. Вот таким вот образом. Плантерина это, реликвия. И броню мы сейчас сложим, мою святую, потому что она нам пригодится в будущем. Она пригодится нам при битве с императрицей света. Да, я ее тоже буду убивать. Посох положу сюда, а вдруг чё? Вдруг чё, как говорится. Поэтому будем ждать. Ну, не знаю, аксессуары я положу, конечно, но мне вряд ли пригодится. Это все сейчас надо подрихтовать, все переделать как надо. И вот так вот. А я, в принципе, так подумал и решил. Жук Геркулес дает 15% урона питомцев и отбрасывания. А эмблема дает только урон. Поэтому я ее заменяю сейчас на жука Геркулеса, да, потому что просто это по факту профит не будет, больше отбрасывания. Ложу эмблему сюда, я ее буду все равно одевать на будущее. Продаю сейчас вот этот весь мусор бесполезный. И иду перечаривать себе эмблемку. Иду перечаривать, вернее, жука Геркулеса. Ну а дальше, смотрите, по планам у нас что? По планам мы сейчас бежим. Что у нас ближе всего к скелетрону? А ничего, да, опять бежим сейчас в зимний биом. И идем лутаем снаряжение для сета мастера ниндзя. Кстати, отмена. Проверка для начала аксессуаров на комплект тигра. Нету. Щет. Ну ладно. Итак, мы на месте. В принципе, по луту, который я хочу тут добыть, это новый хлыст. Да, у него урона намного больше, я, может, буду им пользоваться. Это эктоплазма, да, для тыквенной луны нам нужна будет. И что еще нужно? И нужен 2 аксессуара для крафта, да, снаряжения мастера ниндзя. Поэтому мы сейчас просто тупо ждем спавна всякого разного. И Бонли ищем, короче. Бонли должен скоро прийти, поэтому ждем. Если что, если вы обратите внимание, там, во-первых, выпал ключ-меч, довольно редкий. Выпал щит паладина, и еще и таби там где-то лежит. Офигеть, найс зашел. И мне еще плюс выпал посох вот этого мага, который делает вот так вот. Это жесть. Удачка, это мое все. Ой-ой-ой-ой-ой, как же я устал. Офигеть, смотрите. Во-первых, 2 ракетницы это цирк. 3 меча это цирк. 2 вот этих посоха. 3 посоха. Вот это мы откроем. О, дух. Класс, осветительный прибор. Кстати, самый красивый, как по мне, да. Но только из мастер-мода там классный. Таби пояс выбили. Вообще все теперь ультра very nice. И 35 эктоплазмы, это мега дохера. Но еще и щит паладиновский.
Ну а сейчас надо будет идти в джунгли и выбивать из сундуков голема солнечные пластины, да, и призывать солнечное затмение. Так, ну вот мы и на месте, я надыбал вход, расхититель храмов получаем. И аккуратненько проходим теперь дальше, не наступая вообще ни на что. Очень страшно сейчас, как наступлю и сдохну моментально. Я максимально пытаюсь смотреть на землю. Ага, вот плита чуть не стал. По потолку надо лазить. О, сундучков нету-то, нету сундучков. Это жесть какая-то. Так, выпал фрагмент зато. Зато я сейчас сдохну. А где сундуки все, алло? Так, ищем сундуки. Первый сундук, я его уже открыл, быстрее лутаем. О, так, у нас есть, ничего нету у нас. Ай, наступить. Идем дальше. Второй сундук. Бам. Что получили? Ничего, лол. Одни фрагменты, короче, другого просто не дано. Это что-то цирк. А, чуть не наступило, мог бы сгореть вообще нахер. Страшно, ё. А, я еще не могу могу, подождите, могу. Могу же? А, могу, да, это просто блоки тут конченые. Ой, страшно мне, страшно. Сейчас моя жопа разорвется моментально. Так, а вот и третий сундук. Сейчас быстренько открываем. Забираем. Так, взлетаем. Страшно находиться на земле вообще. Сейчас проверю хоть запись. Ух, идет, слава богу. Ну все, отлично. Нас еще и души света фармим, потому что у нас если еще часть данжа находится в жопе мира, как говорится, находится. Так, тут спокойно можно ходить. Так, проверка записи. Отлично, открываем. Чуть не сдох. Ну как чуть не сдох? На меня чуть этот ящер не налетел. Было бы неприятно. Так, ну я не знаю, еще стоит ли бежать. Блин, я так бегаю, по полу, жесть. Я, наверное, не буду дальше бежать, там уже комната. И все. И, кстати, забыл сказать, я пока туда шел, я наткнулся на сундук, который не лутал еще. И нашел как раз необходимые когти альпиниста. Я безумно рад, просто найс, удачи. Удачи мне не занимать, сейчас крафтим новый аксессуар, как говорится. Так, делаем вначале делаем альпинистский набор тигра. И потом соединяем это все в снаряжение мастера ниндзя. Без каких-либо зачаров, ну блин, ладно. Повешу так пока, потом надо будет поменять с щитом Ктулху, да, потому что он ничего нам не дает. Печь ящеров поставлю, я не знаю куда. Допустим, куда-нибудь вот сюда. Вместо тыкву соберем. Откроем мешочек. Кошачьи ушки выпадают. О, боже мой. Как я счастлив, просто безумно. Так, это все можно продать удачненько. Можно даже тыкву продать. Мне столько не нужно. Но вот с этим надо поосторожнее быть. Кстати, это тоже продадим. Все, окей. Замечательно. Так, это все сейчас запихиваю. Зелье шипов, кстати, выпала. Полезная штука. И вот эту вещь положим сейчас сюда. Готово. Так, ну и если вкратце, я предлагаю вам сейчас скрафтить призывалку, значится, солнечного затмения. Солнечная плита готова. Подождать следующего утра и потом начинать призывать уже. Потому что мне оттуда нужен, кто не знает, посох сфер, который очень неплохо заменит мои глазеныши. Единственное, знаете, что нужно сделать? Я еще не делал плашку себе на это видео, да? То есть нужно будет что-то найти, связанное с солнечным затмением. Ну что, приступаем. Самые опасные враги это вампиры, скорее всего, плюс матроны. Ну, я надеюсь, что все будет окей. Так что начинай фарм. А вот и матрон. Надеюсь, там дитя... Ой-ой-ой, вампир сразу. Офиг, меня сейчас лицо сломают, чуваки.
Я предвещаю прям... Предвещаю свое сломанное лицо. Короче, сейчас этого Матрона убью. И буду уже фармить сам, если что там подключаюсь по ходу. Блин, ну сложно. Кстати, жнец, блин, еще вот этот конченый налетает. Это прям неприятно. Ну это жесть, типа, они меня просто выносят. Короче, чуваки, я не знаю, как бороться с этими Матронами. Типа, если остальных я могу валить, ну просто свои халабуты, да? То Матрон это, конечно, нечто. То есть он просто меня аннигилирует. Он просто застревает во мне, сносит мне там сразу пол лица, и все, я как бы до побачения. Это бред вообще. А знаете, что я подумал? Я вообще могу из дома убивать, типа, нашествие. Там просто водяная свечка, а я иногда вообще не могу до нее долететь. Я просто могу вот так тупо стоять и ждать сферы. Ну, в общем, событие закончилось, я успел еще один раз сдохнуть. А сфер убил, ну, порядка, может, 20 штук, мне кажется, так, по ощущениям. Ну и теперь смотрим, что по дропу, да, что выпало вообще за это все время. Я потому что так сейчас вам не скажу прям, но я знаю, что там выпало довольно много лута. Вот вы уже один видите. Сейчас мы проверим вообще все. Так, могилки только надо срубить мои непонятные. И все, значит, смотрите. Это мы сейчас удаляем все. Выпал, во-первых, нож психа, во-вторых, гвоздемет. А в-третьих, 2 колбы с токсинами. 6 мешочков и ракушка Нептуна. Кстати, вот за ракушку Нептуна спасибо. Если что, скрафчу небесную ракушку себе. Ну а так из лута типа все. Давайте откроем сейчас мешочки. Крипер. Понятно. А, продать даже некому. Спасибо. Спасибо и на этом. Надо было, блин, подождать, значит, потому что я сейчас останусь без ничего. Ну или подожду непов просто. Так же тоже можно, правильно? Короче, я решил не ждать, в принципе, да, а можно просто тэпнуться. А, я тэпнуться не смогу. Просто побежать тогда в зимний биом, да, и там уже продать, да, вот, допустим, тому же механику, да, или гоблину. Будет вообще найс. Я не знаю, если честно, что делать с крыльями летучей мыши. Я, наверное, их оставлю. И сейчас даже перекрафчу себе. У меня оставались там миллиард просто душ полета. Я сейчас быстренько возьму и состряпаю себе новые крылышки. Крылья летучей мыши. Они, по-моему, лучше. Да, давайте проверим сейчас эти. Вот по отношению к нашему самодельному вот этому вот. А, сейчас сдохну. А почему столько призраков спавнится, я не понимаю. Странно. И проверяем теперь вот эти крылья. Они абсолютно такие же. Но выглядит, конечно, не более стильно, поэтому я, скорее всего, их себе оставлю. Офигеть, а почему столько призраков, кто мне скажет? Это что-то прям невероятное. Я оставлю, да, короче, эти крылья себе. Положу их даже просто в сундук, мало ли что, да. И все будет окей. И сразу предлагаю перечарить, во-первых, новые крылья. Сейчас это все, блин, 11 золота, жесть. Офигеть можно. Сейчас вместе с вами перечарю. Не знаю, что в такое время можно говорить, конечно, но... Перечариваем, что. Опа, грозный попался, кайф. Снаряжение мастера ниндзя. Сколько оно стоит? Столько же. Пойдет. 4 урона надо ловить. У меня, в принципе, есть 1,5 платины. Блин, охраны. Вот так хочется оставить, не представляете, но нельзя. Счастливый просто падает, бесполезный. Вот, грозный, найс. Все, теперь просто можем выкидывать щит Ктулху. Потому что у нас эта штука, она дает намного больше дэш. Плюс позволяет уклониться. Уклониться от атаки, да, это просто кайф. Против императрицы света. Ну и перчатку берсерка давайте попробуем чуть-чуть. 2 урона, но это лучше, чем 3 защиты определенно. Ну ладно. Ну и чем я вам сейчас предлагаю заняться? Предлагаю я еще раз пофармить. Пофармить солнечное затмение. Сейчас мы быстренько делаем солнечную плиту. Сейчас быстренько бафаемся. Утро только началось, поэтому... Нет, еще не началось, даже звезды не пропали. Поэтому сейчас я быстренько бафнусь и начнем. Я он даже психанул сейчас и накрафтил себе зелье. Боже, что это было? Какой-то ворон дикий.
Накрафтил здесь зелье лечения, потому что опять у меня что-то начало не хватать. Я такой, а чё бы нет? Так, ну день начинайся еще. Все, полетели. Полетели фармить. Страшно, я сразу залетаю сюда и просто жду. Только помешать нам может only Матрон, да, больше никто. Если кто не знает, да, то нужный нам посох падает с вероятностью без хардмода с вероятностью, по-моему, 2,5%. То есть очень мало. Ой, с хардмодом говорю. С экспертом и мастером падает с вероятностью 3,75%. То есть больше, но все равно мало. То есть, образно говоря, 4% есть. И я сейчас умру, боже мой. Чуваки, я сейчас погуглил. Так, сейчас запись включил, проверю. Погуглил, короче, то, что шанс дропа косы смерти точно такой же, как и у моего посоха, который мне нужен, да, у посоха смертельной сферы. При этом жнецы спавнятся примерно на уровне со сферами. То есть вот один жнец прилетел, одна сфера. Тут выпало два посоха, ни одного. Ракушка Нептуна вроде, если не ошибаюсь, точно такой же шанс дропа. И вот меня убили. Точно такой же. При этом выпадает уже вторая штука. У колбы с токсинами тоже их выпало 3 штуки мне. Но это я не знаю, как это назвать. Чуваки, ну что вам могу сказать? Это просто какая-то дичь. Выпала коса. Кстати, подождите, где-то должна быть вторая коса. Может, она упала вниз? Лол, вы видели? 2 косы было. 2. Почему сейчас я собрал одну? Непонятно. Я реально не понял. Ну, короче, еще 3 ракушки Нептуна. И еще одна колба с токсинами. Я вообще хз, что с этим, но я сейчас пойду фармить на призывалку, получается. Так, по фармле-то, короче, сделана, вернее, еще одна солнечная плита. Ой, ну чё, сейчас ждем, а вот сейчас вот прям можно будет и вызывать уже. Это будет уже 3-е вторжение, я просто захаваю сейчас вот эту штуку и харе. Чуваки, цирк, я, во-первых, вспомнил то, что у меня, оказывается, маунт есть, я только что убил Матрона. Сейчас гляньте, что из него выпало. Из него выпал и глаз Ктулху, и сломанный меч героя. А, еще следом падает этот, как он называется, ракушка Нептуна. Справедливо? Я считаю, да. Офигеть! Просто мне в руки, я успел, я думаю, это заснять. Праведный. Теперь смотрите, мы отменяем наших близнецов. Делаем вот это как ключевое оружие наше. И у меня вот такие сферки, которые сейчас разорвут тут просто всех еще под знамениями. Кайф. Просто кайф, чуваки, прям в руки. Ну это 3-е затмение. И следом падает 2-й же. Яростный. А в чем прикол? Тут шанс отбрасывания, а тут 14 урона. Тут 14. Короче, ничего. Ну правильно, это самый лучший зачар вообще. Это самый лучший зачар. Так что все окей. Ну теперь осталось просто как можно больше голды нафармить, да? И все будет отлично. И все будет отлично. А сразу Матрон прилетает. Ну понятно. Короче, чуваки, ну вот последняя луна, да, повезло, конечно. Я сейчас быстренько все заскладирую. Я думаю, я уже положу на склад. Блин, опять оно положилось. Положу на склад себе вот эти 2 посоха уже сразу. Они мне сейчас не нужны. Уже. Ну вот мои посохи и их хлысты, да. Так, это сейчас положим вот так. Это вот так. Вот так как-то. Ну как-то так идем, типа. Ну на этом я буду заканчивать серию, друзья. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока. Пока.